Всем здрасте, с вами Настя. Осваивать новые планеты значит начинать с нуля в мире, где каждый шаг приносит новое открытие. Вас ждут тихие неизведанные территории, сложные климатические условия и необходимость налаживать жизнь там, где и раньше не было. Вы добываете ресурсы на мирной окраине галактики. Иногда превращаете пустынную планету в природное для жизни пространство, а порой строите огромные производственные цепочки, которые растут вместе с вашим прогрессом. Такие игры предлагают почувствовать себя исследователем, инженером и первопроходцем одновременно. Они позволяют создать свой мир и наблюдать, как он постепенно оживает благодаря вашим действиям. Спасибо всем, кто поддержит канал за труды. Ты тоже можешь легко это сделать. Сканируй QR-код или воспользуйся ссылкой в описании канала. С тебя лайк и подписка, с меня интересный факт об игре из списка. Погнали! Lightyear Frontier. Это уютный научно-фантастический фермерский симулятор, где вы обживаетесь на далекой планете, но делаете это не вручную, а из кабины огромного меха. Вы будете постепенно развивать свою базу, очищать почву от загрязнений, оберегать растения и распределять воду на все нужды. Сильный акцент на экологии делает процесс менее рутинным. Вы не только сажаете урожай, но и восстанавливаете биомы, помогая живым существам возвращаться в их естественную среду обитания. Мех – ваш главный инструмент и стиль жизни. Его можно улучшать, кастомизировать, ставить модули для работы на ферме, добычи ресурсов, исследования новых биомов. Каждый апгрейд заметно меняет геймплей. Где раньше вы вручную поливали грядки, теперь можете делать это промышленными струями или управлять целыми системами орошения. Исследование планеты происходит плавно. Новые области открываются по мере очистки земель, и практически каждый скрывает новые ресурсы, растения или загадки. В этой игре вас ждут мягкий темп, расслабляющий геймплей и красивый визуал. И интересный факт. Разработчики изначально задумывали игру не просто как мех плюс ресурсы, а проект с возможностями для индивидуализации, с уютным фермерским опытом даже в sci-fi сеттинге. Комьюнити очень понравилось то, что мех не оружие, а трактор-помощник, и что через него происходит основная автоматизация. Игроки заметили, что благодаря дорогам стало проще попадать в скрытые зоны биомов и руины, которые раньше искали дольше. Еще обнаружили, что на скорость восстановления ландшафта влияет не только очистка, но и плотность растительности, что игроки доказали в постах-экспериментах. План Б Terraform. Это спокойная, вдумчивая стратегия, в которой вам поручают не просто освоить новую планету, а буквально сделать ее пригодной для жизни. Вы будете добывать руду, перерабатывать ее и снабжать ей первые маленькие поселения с помощью логистики. Но постепенно простая производственная цепочка превращается в сложную сеть, охватывающую целый континент. По мере роста городов требования увеличиваются, и вы естественным образом переходите от локальной оптимизации к планированию на уровне регионов и всей планеты. Здесь нет давления врагов или таймеров. Игра стимулирует думать, экспериментировать и строить так, как удобно лично вам. Самая захватывающая часть игры – это терраформирование. Нагревая атмосферу, вы наблюдаете, как тают ледники, формируются реки, поднимается уровень океанов и появляются условия для лесов. Все меняется в реальном времени. И эффект ваших действий ощущается буквально на каждом шагу. Когда пустынный мир превращается в зеленый шар, появляется особое чувство. Это результат вашей логистики, планирования и настойчивости. Интересный факт. Разработчик Gadget Games построил всю климатическую систему игры на упрощенной, но реалистичной модели водного и температурного баланса. Поэтому реки, озера и леса формируются не скриптово, а по реальным физическим параметрам, что делает каждую партию уникальной и живой. В одном из недавних обновлений создатели добавили важную фичу – сборную панель, показывающую суммарное производство потребления выбранных построек. Это удобно для оптимизации цепочек и планирования логистики. Сообщество игры обнаружило то, что расположение будущих речных долин и водных зон можно предсказать еще в начале игры. Рельеф намекает на естественные водостоки. Это стало маленькой пасхалкой от разработчика. Satisfactory. Один из эталонов жанра автоматизации, превращающий процесс строительства заводов в масштабное инженерное приключение. Вы прибываете на чужую планету в форме сотрудника корпорации Fixit, вооруженного минимальным набором инструментов и безграничными возможностями по превращению нетронутой природы в промышленный рай. Процесс начинается с простых линий добычи, но очень быстро перерастает в многоуровневые километровые комплексы с переплетением конвейеров, труб, логистических узлов и автоматизированных транспортных сетей. Каждый элемент завода – шестеренка в огромной машине, которую вы создаете сами. Удовольствие игры рождается именно из наблюдения за тем, как ваш завод растет, оптимизируется и постепенно превращается в идеально работающий организм. Исследование планеты дает не меньше эмоций, чем строительство. Здесь есть все. Разнообразные биомы, уникальная фауна, скрытые ресурсы и секретные локации. Транспорт, джампэды, реактивные ранцы и гипертрубы позволяют свободно перемещаться между объектами и строить логистические цепочки, которые охватывают весь континент. Интересный факт.
Создатели изначально планировали сделать Satisfactory игрой от третьего лица, но в ходе экспериментов поняли, что работа с конвейерами и точное строительство ощущаются гораздо интуитивнее от первого лица. Так появился уникальный визуальный стиль и ощущение физического присутствия внутри завода. Название игры придумали в шутку, и оно попало на доску как временное, но оказалось слишком клевым. Разработчики открыто говорили, что систему поездов они хотели выкинуть, потому что она требовала полноценной сети путей, сложной логики, пересечений, синхронизации в мультиплеере и могла сломать сейвы. Несколько месяцев поезда просто не работали, пока один программист не предложил новый метод обработки сигналов. Dune Awakening. Это не просто очередной выживач, а полноценная ролевая игра, в которой личная история игрока вплетается в альтернативную ветку вселенной Дюны без Пола Атрейдеса. Геймплей строится вокруг нескольких элементов: выживание под палящим солнцем, исследование огромных территорий, базостроение, развитие персонажа и борьба за власть между фракциями. Вы будете скрываться от гигантских песчаных червей, охотиться за пряностью, мастерить оборудование, изучать школы империи и использовать их уникальные способности в бою и в диалогах. Вы сможете путешествовать пешком, строить орнитоптер, исследовать пустыню с крюком Шикакордом и посещать культовые места Аракиса. Жить здесь можно по-разному: одиночкой-кочевником, членом небольшого каравана или лидером гильдии, возводящей собственную цитадель. Кооператив тут ощущается особенно органично. Друзья помогут удержать участок дюн, построить базу или пережить бурю, а вместе бороться за господство над месторождениями пряности куда проще. Но и соревновательный слой работает отлично. Конфликты за ресурсы приводят к напряженным PvP-стычкам, а кланы могут буквально переписать карту региона. Интересный факт. Разработчики из Funcom консультировались с авторами фильма Дэни Вильнёва, чтобы передать атмосферу Аракиса максимально правдоподобно. Некоторые визуальные решения в игре, дымка песчаных бурь, дизайн орнитоптеров и стиль городских построек создавались параллельно с кинопроизводством, чтобы мир игры ощущался частью единой вселенной. В дев-дневниках создатели объясняли, что технология подвижные пески – одна из самых сложных систем. Они реально перемещаются, поглощают постройки и меняют ландшафт после песчаных бурь. Также создание реалистичного поведения песчаных червей потребовало отдельного ИИ-модуля. Они реагируют на игрока, технику, стрельбу, транспорт, и их появление не скриптовое. Eden Crafters. Игра ощущается как смесь творческого выживания, научной фантастики и инженерного конструирования, длиною в путь от выживания к полноценной цивилизации. Геймплей строится вокруг добычи ресурсов, крафта и глубокой автоматизации. Сначала все делайте вручную. Собирайте руду, стройте первые станции переработки, поддерживайте кислород. Но очень быстро игра подталкивает к конвейерам, транспортным системам, умным маршрутизаторам и автоматическим станциям по преобразованию окружающей среды. Постепенно вы сами создаете климат, охлаждаете или нагреваете атмосферу, очищаете воду, подготавливаете почву под первые ростки нового мира. Планеты большие, открытые. Игра поощряет исследования. Новые биомы дают редкие материалы, а найденные природные аномалии сильно помогают в терраформации. Кооперативный режим делает игру еще уютнее и динамичнее. Вдвоем или втроем проще выстраивать гигантские производственные цепочки, делить роли и строить по-настоящему масштабные базы. И интересный факт. Osiris Games вдохновлялись реальными научными моделями терраформирования, температуры, образования атмосферных слоев и водный цикл основаны на упрощенных, но достоверных процессах. Поэтому многие игроки отмечают, что наблюдать, как на мертвой планете постепенно появляется пар, облака, затем дождь и первоозера – удивительно медитативный и научно правдоподобный опыт. В планах у разработчиков – добавление новых планет с новыми условиями, появление кастомных космических кораблей, продолжение работы над автоматизацией, терраформингом, системами выживания и баз с учетом фидбэка от игроков. Игры о колонизации планет ценят за свободу действий и ощущение роста. Они дают вам возможность шаг за шагом превращать незнакомую территорию в рабочую экосистему и наблюдать, как из хаоса появляется порядок. В одних проектах вы занимаетесь строительством и автоматизацией, а в других выживаете среди суровой природы или осваиваете враждебные ландшафты. Но во всех случаях главная цель – почувствовать себя первооткрывателем. Такие игры учат планировать, экспериментировать и находить решения там, где сначала кажется, что их нет. Если вам нравится строить, исследовать и видеть результат своих усилий, эти миры подарят много вдохновляющих часов. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки и пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.